property, о недвижимости в Камбодже. Вот. Это мое первое видео, я бы немного хотел бы рассказать о себе. Вот. Я сам по национальности гагауз, я прожил в Турции 12 лет, я закончил университет в Турции, менеджмента и управления в 2012 году, что ли. Вот. После этого я начал заниматься недвижимостью в Турции, я познакомился с английской компанией, это профессионалы своего дела, они занимались постройкой апартаментов, резиденций для людей, кто хотел бы приобрести домик для отдыха, либо на постоянной основе. Вот. Проработав у них 8 лет, я набрался огромного опыта. Я был один из самых лучших сотрудников компании, вот, начиная как маленький мальчик, который даже не мог 2 слов связать на английском языке. Из команды 15 человек я был один из самых лучших. Причем в конце я уже занимался продажами не только русскоговорящим, а также англичанам и европейцам со всего мира. Вот. По течению 8 лет, вы знаете, когда начался ковид, я подумал, что Турция уже стала не такой же привлекательной для инвестиций, так как, не знаю, если вы следите за экономикой Турции, Турция пострадала очень сильно, экономика существенно упала из-за ковида. Вот. Поэтому я решил поизучать рынок и посмотреть, куда отправиться дальше, где заниматься недвижимостью. Вот. После этого я поехал отдыхать в Вьетнам. Я пробыл в Вьетнаме 2 месяца. Вьетнам достаточно приятная страна, но недвижимость там немножко уже, так скажем, запоздали, потому что 10 лет назад, например, было бы на самом деле интересно инвестировать в Вьетнам. На сегодняшний день это уже немного, так скажем, переразвитая индустрия недвижимости. Вот. Поэтому из-за этого я решил отправиться в другие места. Вот. Я обратил внимание на Камбоджу. Если честно, до этого я никогда не знал об этой стране. Вот. Но после изучения я узнал, что она расположена географически в очень замечательном месте, которое соединяет страны такие, как Вьетнам, Лаос, Таиланд, устье Сиамского залива с прекрасными пляжами, песчаным белым песком. Вот. И в 2020 году я приехал в Камбоджу, это был как раз ковид. Вот. Я приехал сюда и решил начать изучать рынок недвижимости. После того, как я изучил рынок, я подумал, что это очень интересное место для инвестиций, интересное место, чтобы здесь жить, находиться. Вот, я начал заниматься здесь недвижимостью. За 2 года я набрался огромного опыта именно в недвижимости местной, камбоджийской, так как есть в каждой стране свои нюансы. Вот, и я решил открыть свое агентство здесь и заниматься недвижимостью здесь. Вот уже 2 года успешно мы занимаемся недвижимостью. Мы занимаемся недвижимостью в основном с европейцами. Это получается французы, англичане, некоторые клиенты с Венгрии даже у нас есть. Вот. Но в основном это поток это американцы и канадцы. Вот. Огромное количество также китайцев, но так как я не владею китайским, я не работаю с китайцами. Вот. За 2 года я увидел очень огромный потенциал, как я уже и сказал, Камбоджа очень бурно развивается. Я подготовил небольшой списочек, чтобы дать вам основные моменты позитивные, почему стоит все-таки инвестировать в Камбоджу. Но начнем с того, что самое главное, приобретая недвижимость в Камбодже, вы можете приобретать недвижимость 100% собственность. В 2014 году они выпустили новый закон, который позволяет приобретать иностранцам недвижимость, право собственности 100%, с получением сертификата права собственности на руки. Вот. Получается, так же, как вы приобретаете недвижимость у себя на родине, вы можете приобрести здесь недвижимость, получить сертификат права собственности и владеть недвижимостью полную собственность. За исключением одного момента, вы не можете покупать землю, а иностранцы могут приобретать только кондоминиум, начиная с 1-го этажа и выше. Вот. Недвижимость на земле вы купить не можете. Да, есть, конечно же, варианты там всякие, покупать недвижимость с партнером местным каким-то, либо открывать свою компанию и потом зарегистрировать эту недвижимость и землю на свою компанию. Это все возможно, но об этом я буду рассказывать вам в другом видео. Вот. Самое главное, что вы можете приобретать недвижимость 100% собственность при помощи Strata Title, о котором я расскажу вам в другом видео тоже, вот, который дает вам возможность владеть 100% собственностью. Также второй момент – возможность ведения бизнеса в Камбодже. Например, если вы иностранец, например, так как я приехал сюда, я зарегистрировал свою компанию, и я могу спокойно здесь работать. Мне не обязательно владеть гражданством здесь для этого и тому подобное, или вносить какую-то сумму, то есть ничего это не нужно. Оформление своей компании стоит примерно в среднем от 2 до 3 тысяч долларов. Вы открываете свое ИП и спокойно работаете. Вот. Третий важный фактор, почему стоит инвестировать в Камбоджу и почему это безопасно, это политические взгляды. Политические взгляды Камбоджи за последние 20 лет, партия, которая правит в Камбодже, получается, правит уже 20 лет, и за эти 20 лет она сделала очень много для Камбоджи на самом деле. У них есть курс на развитие, они пытаются сделать из Камбоджи современное государство, которое будет привлекать огромное количество инвесторов. На сегодняшний день строятся новые аэропорты, вы, наверное, знаете, проводился саммит. Asian Summit, получается, здесь в Камбодже наш премьер-министр Лавров даже сюда прилетал. Вот, я, кстати, видел кортеж, когда он прилетал сюда. Вот. 4-й момент – это туризм. Если вы слышали о Камбодже,
многие, наверное, даже и не слышали, но вы слышали, наверное, об Ангкор-Вате. Ангкор-Ват находится в Камбодже. Ангкор-Ват — это храм, который, получается, наравне, как с пирамидами в Египте. Вот, это грандиозное сооружение, которому более 2000 лет, и вообще никто не знает, как оно было построено, и до сих пор очень много тайн и секретов. Фильм с Анджелиной Джоли, Том Райдерс, кстати, снимался здесь, в Камбодже. Анджелина Джоли сама очень любит Камбоджу, сама по себе. У нее здесь огромный особняк, находится неподалеку от побережья. Вот. Ее комментарии: Камбоджа — это очень уникальная страна, в Камбодже я не боюсь гулять на улицах одна. Вот. Как описывала Анджелина Джоли о Камбодже. Вот. Как я уже и сказал, туризм, Ангкор-Ват. До этого Камбоджа себя особо не рекламировала как туристическое направление. Начиная в ковидное время уже Камбоджа приняла очень много законов, очень много планов касательно инвестиций в туризм. Начали строиться международные аэропорты. До этого тоже были, но сейчас они строят огромные аэропорты, которые будут позволять садиться даже самым большим самолетом Боингом 777 и тому подобное. Вот. Строятся 2 аэропорта, один в Пномпене, это столица Камбоджи, и один в Сием-Рипе, где находится Ангкор-Ват. Вот. Помимо этого строится порт, экономическая зона, это огромный порт, строится в Сиануквиле, это, получается, город находится на Сиамском заливе, я вам расскажу в другом видео. Строится огромный порт, чтобы вы понимали, на сегодняшний день Камбоджа мало что производит и импортирует все с других стран. То есть из-за этого цена на жизнь в Камбодже очень высокая. То есть, чтобы купить там что-то, вам нужно купить этот товар с наценкой, еще там куча налогов оплатить нужно будет. Вот. После 2023 года, в этом году открывается этот порт, вот, вся продукция будет поступать в Камбоджу, и из Камбоджи уже дистрибьютируется по Вьетнаму, Таиланду и тому подобное. На сегодняшний день Камбоджа все импортирует. Вот. После этого года, 2023 год сам по себе такой год миллениумов для Камбоджи. Здесь будут проводиться юго-восточно-азиатские Олимпийские игры, что повлияет очень сильно на Камбоджу и на рекламу Камбоджи. Многие люди начнут узнавать Камбоджу все больше и больше. Вот. Пятый фактор — это, конечно же, очень важно, когда вы инвестируете в недвижимость в какую-либо страну, вы смотрите на экономику страны. Я могу сказать так: Камбоджа — это маленький тигр Юго-Восточной Азии, который потенциально может стать одной из лидирующих экономик Юго-Восточной Азии. Вот. За последние 10 лет камбоджийское ВВП Камбоджи росло в среднем на 7% каждый год. Причем стабильно, то есть нету никаких там падений, ростов, то есть это стабильный рост экономики. 7% ВВП. Вот. Очень важный фактор играет тоже для инвесторов, которые инвестируют в Камбоджу, чтобы вы понимали, страна на 70% долларизирована, так скажем. То есть все в Камбодже можно купить за доллар. Это не так, как в Турции, либо там в туристических странах, где котируется местная валюта наравне с долларом, например, там, либо доллар наравне с местной валютой. Чтобы вы понимали, здесь, даже заходя в супермаркет, там, в кафе, цены выставляются все в долларах. То есть оплата проводится в долларах. Вы открываете счет в долларах. Например, у меня счет здесь в банке, я открыл этот счет, он в долларах. Я могу, конечно же, конвертировать в местную валюту, но счет у меня будет в долларах, чтобы вы понимали. То есть все в стране долларизированное. То есть вам не нужно переводить деньги, приобретая недвижимость или вкладывая там в какой-то бизнес. Вам не нужно это конвертировать, вам не нужно переводить эти деньги сначала в какую-то валюту, потом в другую. То есть вы смело можете привозить сюда доллары, либо пересылать и использовать доллары здесь. Это очень важно тоже, так как страна подвязана к доллару, и она настолько долларизированная, это очень большой плюс, потому что инфляция и тому подобное особо не влияет на ваши доходы, так скажем. Например, если вы купили там недвижимость за 100 тысяч, она выросла там за 5 лет на 150, на 160 тысяч выросла. Вот, соответственно, вы можете взять эти деньги, вывести из страны или использовать как вам угодно. То есть у вас не будет риск тому, что произойдет какая-то девальвация или произойдет какое-то падение местной валюты, которое повлияет на общую сумму ваших денежных средств у вас на руках. Вот, ближайшие там за последние 10-15 лет, что ли, камбоджийский реал, это деньги местной валюты, это риэл, вот, он по отношению к доллару не менялся за все это время практически. Поэтому на самом деле это очень безопасно, и это очень большой плюс по отношению там с тем же Вьетнамом или Таиландом, где происходит дешевение местной валюты по отношению к доллару. Вот. Также очень важный фактор приобретения недвижимости в той или иной стране влияет, насколько молодое население этой страны. Вот. Популяция Камбоджи, получается, 90%, чтобы вы понимали, всего населения находится ниже 35 лет. Соответственно, это молодая нация. Соответственно, у этой молодой нации огромный потенциал, потому что они могут расти, они могут развиваться. Это рабочая сила, которая постоянно будет развивать страну. То есть здесь нет проблем там с рабочей силой, тут она есть. Единственное, что здесь только нужно придумывать различные бизнесы, различные какие-то, я не знаю, то есть для развития страны все есть. Вот.
И как я уже перечислил, все. Также очень хороший момент такой, что недвижимость в Камбодже и аренда самой недвижимости, например, приобретая недвижимость в Камбодже, особенности в Пномпене, вы можете ее сдавать в год в среднем 8% дохода. Чистого дохода, чистой прибыли вы будете получать. Я думаю, это очень высокий показатель, если сравнивать с другими странами. Конечно, где-то меньше, где-то больше, но в среднем это 8%. Вот. Я думаю, что это, наверное, самые главные такие пункты для инвестора, потому что я из личного опыта, у меня, например, есть инвесторы, которые никогда не слышали о Камбодже, они не знают, что такое Камбоджа, вот, но при этом они мне звонят и говорят, они даже никогда не были в Камбодже, они мне звонят и говорят: так, Петр, скажи нам, пожалуйста, сколько стоит вот этот апартамент. Я им там говорю, они говорят: хорошо, я бы хотел купить там 2 или 3 апартамента в этом проекте. Я всегда задавался вопросом, почему вы не хотите сюда приехать и узнать там о чем-то. Несколько инвесторов мне ответили так: мы инвестируем по всему миру. Нам не важно, что находится внутри страны и как. Главные факторы, на которые мы обращаем внимание, это экономика, политические взгляды. Вот. Поэтому это самое главное. То есть рост экономики, политические взгляды – это самые благоприятные. Если в стране экономика растет, политические взгляды расставлены правильно, соответственно, эта страна очень интересна для инвестирования. Очень важный момент: Камбоджа находится на стадии развития. От этого вы мало не слышали. Да, конечно, много людей слышали о Таиланде, много людей слышали о Вьетнаме, но мало кто слышал о Камбодже. И это очень большой плюс. Всегда хорошо инвестировать на начальном этапе. Многие эксперты сравнивают Камбоджу с Бангкоком только 10 лет назад. Именно Пномпень, столицу Камбоджи, если вот сравнивать, то есть 10 лет назад. Теперь, если вы хотите купить недвижимость в Бангкоке, это очень дорого. Вот, то есть, если вы покупали 10 лет назад, тогда вы бы успели прикупить себе что-нибудь хорошее по очень хорошей цене, которая сейчас выросла, наверное, уже, я не знаю, 200-300% раз. Вот, соответственно, Камбоджа находится на сегодняшний день на стадии развития, который позволяет вам инвестировать на начальном этапе с очень минимальным входом. Вот, и поэтому вы будете, в среднем, чтобы вы понимали, рост недвижимости в Камбодже ежегодно около 12-15%. Это прирост. Вот. На сегодня насчет этого видео, наверное, все. А я извиняюсь за мой русский язык. Я уже не живу в России уже, наверное, сколько, 15-16 лет. Вот, русский начал уже забывать, я в основном общаюсь на английском языке здесь. Вот, у кого будут вопросы, друзья, пожалуйста, всегда можете писать мне в комментарии под видео, либо я оставлю ссылочки на свой телеграм-канал, вот, куда вы можете мне напрямую писать и задавать свои вопросы. Вот. Скоро выйдут видео более подробно получается, о сертификате права собственности и остальных законах и возможностях приобретения недвижимости в Камбодже. Вот. Также скоро я уже начну выкладывать проекты потенциально, которые вы могли инвестировать, и получается, с подробным описанием. Я буду делать видео прямо со стройки. Как я уже и сказал, здесь строится очень много всего. Я занимаюсь в основном недвижимостью от застройщика. На сегодняшний день здесь 300 проектов. Вот. Поэтому, кому будет интересно, всегда задавайте вопросы, всегда буду рад помочь. Да, всего доброго, до свидания, пока-пока.